Олимпийский чемпионка. Алина Загитова. Алина Загитова. Я не люблю, когда обо мне много разговаривают. Я не люблю. Я стесняюсь. Мне не нравится внимание. Избыточное, да. Честно говоря, я такой человек, который люблю вот так спрятаться и вообще, да, чтобы, не то, чтобы не слышно, не видно, но просто чтобы такой приват был чуть-чуть. В межсезонье еще можно как-то себе это позволить, там, чтобы куда-то сходить, кому-то дать интервью. В основном сейчас все задают почти одинаковые вопросы, особенно после Олимпиады, там просто одинаковые. Вот меня больше всего раздражал вопрос: ты рада, что ты выиграла Олимпийские игры? Как человек может быть не рад этому такому большому событию, когда ты это вот вершина вообще всего спорта. Вот. Но я сдерживалась. Неприятно это, да. Это мне приятно, поэтому плюс у меня был такой неудачный опыт в детстве, когда мне, не буду говорить кто, мне дал автограф. Я попросила, вот это было просто, наверное, моя мечта всей жизни, а мне не дали, и я так очень расстроилась, что там... это было непередаваемое чувство, поэтому, когда ко мне подходят дети, сфотографироваться я всегда даю, потому что у меня был такой опыт как раз неудачный. У меня была истерика, я же была ребенком. С Дарьей Георгиевной я сфотографировалась, это было Йошкар-Олла, по-моему. Но тогда я еще выступала за Ижевск, у меня даже фотография есть еще ВКонтакте. Я хотела к Дарье Георгиевне в группу как раз уже тогда. И потом, когда она увидела, я ее увидела, я просто такая... Я боялась к ней подходить. Я не скрою это. Я такие около булочек с ней сфотографировалась, и после этого захотела к ней в группу. Тогда для меня было самое главное с ней сфотографироваться, чтобы там сказать здрасте, чтобы она мне ответила что-то. Вот. Я с ней поздоровалась, сказала, можно сфотографироваться? Она сказала, да. Как раз Дарья Георгиевна такой же человек, как, мне кажется, как я. Она никому и вообще не видела, что отказывала. И в автографе, и в фотографии она всегда тоже относится хорошо к людям. Дарья Георгиевна звонит. Алло. Ты всегда проживаешь теми эмоциями. Никто же не знает, что у тебя в голове было, только ты знаешь. И поэтому, да, так мурашки сразу появляются. Как раз на Олимпиаде у меня не было такой прям мандража какого-то, что я волновалась, потому что мы уже столько этих прокатов сделали на тренировке. У нас же были предолимпийские сборы, и там мы просто до потери сознания там тренировались, и что... Не то, что сказать, что я была уверена, но как бы была какая-то некая уверенность, и что хотела все показать. Вот прям шла на прыжок, прям шла, а не то, что там боялась, такая... Это мешает. Было круто. Сейчас тоже круто. Она висит у меня на стенде, как раз, который мне подарили мои фанаты. Там написано Алина Загитова и фигуристки такие. Она меня прям при кровати вот так вот. Это прикольно. Это послеолимпийский сезон. После чемпионата
мира это было уже такой после Олимпиады. Я вообще не понимала, что со мной происходит. Я была в эйфории, я даже не, просто такая смотрю, такая, это реально, это сейчас происходит со мной, вот. А потом как-то первое соревнование, там я выступила хорошо, это было в Германии, не помню в каком городе, вот. А потом почему-то у меня пошел спад. Но плюс, наверное, я не очень тогда занималась, мне, честно скажу, не хотелось вообще. Но я как-то нашла мотивацию. Если ты занимаешься спортом профессиональным, то ты занимаешься именно вот как лошадь, знаете, вот так, которая у нее вот так вот. Глаза закрыты, и ты именно идешь к своей цели. У меня были такие ситуации, когда я хотела еще чем-то заняться, пойти там погулять, еще что-то, но это ты не восстанавливаешься. И из-за этого плохие тренировки, из-за этого ты выходишь потом неподготовленные соревнования, и вот так вот все скатывается. Сейчас все устраивает. Я сейчас радуюсь жизни, я довольна, что мне есть чем заняться. Вот. Некоторые просто сидят дома и ничем не занимаются, не знают, что делать. Вот. А я знаю, что каждое утро мне надо встать то-то, то-то, то-то по распорядку дня. Я такой человек, который всегда всем, всегда чем-нибудь недоволен. Когда вот, например, даже хорошо там откатала, все равно есть куда стремиться. Я всегда говорю, что это не мой идеал. Это дает мотивацию. Вот. Все спрашивают, откуда я беру мотивацию. Вот. Все, я сейчас катаюсь в свое удовольствие. Конечно, для болельщиков и для зрителей. Просто тогда это было гонка на первое место. Сейчас уже можно это, наверное, говорить. Занять место на пьедестале, еще что-то там. И это меня очень сильно гнобило. И как раз на чемпионате мира я как бы отпустила эту ситуацию и просто ехала туда, чтобы выйти на лед. И как раз, может, это мне и помогло. Наверное, все знают эту ситуацию, когда я не хотела просто ехать не из-за того, что там просто не хотела. Я хотела из-за того, что боялась опозорить и Россию, и все. И как раз потому, что я не выступаю сама за себя уже, я выступаю за Россию, и поэтому было чуть-чуть страшно. Вот. Но потом в то же время я поняла, когда мне начали писать фанаты, что мы приедем к тебе поддержать тебя в Японию. В Японию. Плюс это, конечно, не только фанаты, еще и там моя спортивная семья, которая в жизни моя родная. Вот. И все это вместе, и как-то так пошло. И плюс я себя не настраивала на какой-то там суперпрокат, на какой-то пьедестал, просто выйти. На чемпионате мира я была почему-то тоже очень спокойная. Я не знаю, с чем это связано. Обычно я такая... если сравнивать соревнования перед чемпионатом мира, которые провальные были, я просто очень суетилась, что-то делала там в те же... сейчас могу сказать, что у каждого есть суеверие, и все, что я делала до чемпионата мира, я делала все наоборот. Вот просто все. И могу сказать, что после этого я сейчас не верю в какие-то приметы, суеверия. И все это от головы, я думаю, зависит. Потому что как раз я такая, вот я не... например, я говорю, не то, что это примета моя, там, не с правой ноги, а надо было с левой вставать там. Все, день не удался. У меня были такие мысли. Сейчас я с любой ноги, хоть с руки.
хоть с головы вот так вот перевернусь все равно. И сложно, и интересно. Сложно в плане того, что там координация и всякое такое. А я думала, что со мной это никогда не случится. Я там буду прыгать всегда хорошо, все у меня будет получаться. Но это детские наивные мысли. Вот. И через это надо проходить, и это интересно. Не сдаваться. Не знаю, они уже все знают, они уже каждый день тут со мной, и поэтому каждый день мы это обсуждаем, говорим. Мы общаемся на разные, вообще абсолютно разные темы. Алена сейчас подтвердит. Да, Алена? Ну, вообще, можем вообще куда-то в бредни, какие-то там истории, еще что-то, о чем мы таком разговариваем. Поэтому нужно отвлекаться как-то, куда-то ходить. Но это получается очень редко, потому что в основном в выходной день хочешь просто лежать и ничего не делать. Да. Как ленивец. И потом с новыми силами на неделю. Я люблю краситься. Вот это как-то меня успокаивает. Люблю делать какие-нибудь спа-процедуры самой себе. Там. Это тоже как-то отвлекает от тренировочного процесса, и потом думаешь, вот я сейчас сделаю, у меня лицо там будет. Причем мне еще и помогает как раз Шисейда. У меня очень сейчас много баночек, скляночек, которые вот это на все смотришь, эстетическое удовольствие такое получаешь. И когда все это еще делаешь массу штук, как хомяк сидишь, массируешь себя. И это тоже как-то релаксируешь так чуть-чуть.